Привет! Тема «Кильское восстание». Килье Матросенаufstand. Кильское восстание 1918 года было крупным восстанием моряков, которое началось 3 ноября 1918 года. Восстание спровоцировало Ноябрьскую революцию, которая привела к свержению монархии, и в конечном итоге в дальнейшем произошло провозглашение республики. К сентябрю 1918 года военное положение Германии было крайне сложным. Кайзеру Вильгельму II было рекомендовано обратиться к Антанте с просьбой о немедленном прекращении огня и поставить правительство на демократическую основу, чтобы была надежда на более благоприятные условия мира. 3 октября кайзер назначил принца Максимилиана Баденского новым канцлером Германской империи. После Ютландского сражения в 1916 году многие крупные корабли императорского флота снизили активность. По Ютландскому сражению рекомендую британский документальный фильм, состоящий из 2 частей. Идет примерно 3 часа или более. Называется «Ютландия. Битва дредноутов». Фильм 2004 года. Дисциплина и дух тех, кто оставался на низком пайке, неизбежно страдали. 2 августа 1917 года 350 членов экипажа дредноута «Принц Регент Луитпольд», это 5-й и последний корабль серии линейных кораблей типа «Кайзер» германских имперских ВМС, устроили демонстрацию протеста. Двое из зачинщиков были расстреляны, остальные приговорены к тюремному заключению. В оставшиеся месяцы войны на ряде крупных кораблей были сформированы секретные советы. Ричард Штум написал книгу «Warum die Flotte zerbrach», «Почему распался флот», военный дневник. Там описываются воспоминания, в которых прослеживается объяснение причин, которые привели к упадку германского императорского флота. Кодовое название последнего плана – крупномасштабной боевой операции. План предусматривал выход в море всех основных германских морских сил с целью дать решающий бой многократно превосходящим силам Гранд-флита. Руководство под командованием адмирала Франца Риттера фон Хиппера решало вопрос о планировании отправить флот для финального сражения против Королевского флота. Военно-морской приказ от 24 октября 1918 года и подготовка к выходу в море вызвали мятеж среди пострадавших моряков, а затем всеобщую революцию, которая должна была свергнуть монархию. Восстание моряков началось в Вильгельмсхафене, где флот был в ожидании запланированного сражения в ночь с 28 по 30 октября 1918 года. Некоторые экипажи отказались подчиняться приказам, был совершен откровенный мятеж и саботаж. Однако в дальнейшем мятежники сдались, морскому командованию пришлось отказаться от своих планов, поскольку считалось, что на лояльность экипажа больше нельзя полагаться. Командир эскадры заключил в тюрьму 47 матросов. В дальнейшем были арестованы около 150 мятежников для перевозки в военную тюрьму. Моряки и кочегары стремились помешать флоту снова выйти в море и добиться освобождения своих товарищей. Около 250 человек собрались вечером 1 ноября. Они направились к своим офицерам с просьбой об освобождении мятежников, и они не были услышаны. Моряки стали искать более тесные связи с профсоюзами и так далее. События разворачивались быстро. Состоялся митинг 2 ноября. 3 ноября был призыв собираться в этом же месте. К этому призыву прислушались несколько тысяч человек, в том числе представители рабочих. Был поднят лозунг, свидетельствующий о том, что моряки и рабочие требовали не только освобождения заключенных, но также прекращения войны и улучшения продовольственного снабжения. В конце концов, люди поддержали призыв освободить заключенных и двинулись в сторону военной тюрьмы. Было приказано остановить демонстрантов, произвести предупредительные выстрелы, а затем выстрелить прямо в демонстрантов. 7 человек погибли, 29 получили серьезные ранения, некоторые демонстранты также открыли огонь. Произошел инцидент, послуживший отправной точкой революции. Солдаты и рабочие взяли под свой контроль общественные и военные учреждения. Освобождение всех арестованных и политических заключенных,
полная свобода слова и печати, отмена почтовой цензуры, надлежащее обращение начальства с командой, возвращение всех товарищей на корабли и в казармы без наказания, запрет на выход флота в море при любых обстоятельствах, запрет на действия по защите, связанные с кровопролитием, вывод всех войск, не входящих в состав гарнизона, все меры защиты частной собственности устанавливаются непосредственно Советом солдатских депутатов, вне вахты нет начальников, неограниченная личная свобода для каждого после окончания вахты и до заступления на следующую, приветствие в рядах всех офицеров, заявивших о согласии с действиями Совета солдатских депутатов, каждый член Совета солдатских депутатов освобождается от несения вахты, в дальнейшем все меры принимаются только с согласия Совета солдатских депутатов.